Многие же думают, что если мы стали на путь магии, нужно работать на людей. Вообще нет. Ты в первую очередь должен работать над собой. И если ты понимаешь, что тебя ведут силы, да, либо там определенные энергии, с которыми ты работаешь, и если ты не можешь себя вывести на новый уровень, ну а кому ты можешь помочь? Магия — это всегда наука. Ты изучаешь астрологию, ты изучаешь планеты, ты изучаешь различные энергии, вибрации, для чего ты должен все это знать, потому что в любой момент ты не можешь начать колдовать. Но вне зависимости от каких-то там серьезных случаев, когда действительно там нужно вот сейчас помочь, и все, и не важно, луна, не луна, но это на личной силе ты опять-таки работаешь. Люди привыкли, что за них все делают. Почему большинство людей не богатые вообще? Да потому что они не могут быть, у них бедное мышление. То же самое и в магии. Если вы думаете, что вы залезете в магию для того, чтобы стать там популярным, известным, нет, нужно пахать. Нужно пахать. Это каждый день работа очень колоссальная над собой должна быть. Силы тебе помогут, они открывают возможности. Но пользуешься ты ими или нет, это уже зависит от человека. Здравствуйте, Руслан. Честно говоря, давно не общался с представителями магии, экстрасенсами и очень интересными людьми, которые глубоко в этой теме понимают. Давайте начнем с корней. Откуда вообще появилось увлечение вот таким необычным делом, как магия? И что такое магия? Магией начал заниматься еще с раннего детства. В 9 лет у меня уже был опыт работы с клиентами. Я работал в деревенской магии изначально. Это грыжи заговаривал, воду заговаривал, там, помогал детям испуги лечить. То есть какой-то серьезной прям магии у меня не было. Ну, обычные деревенские приколы, так сказать. А уже дальше начал углубляться, и вот уже 20 лет в магии. А с чего вообще первый опыт-то пошел? Это было какое-то, скажем так, по родственной линии опыт или вдруг бах и вот что-то? Нет, у нас родословная ветка идет. То есть это и то начал узнавать уже спустя там время какое-то, потому что те живущие, которые у меня, говорили, да, у нас там занимается, да, у нас там есть, но мы типа не особо верующие и так далее и тому подобное. И в какой-то момент мы жили с деревней, с бабушкой, и мне в окно начали стучать. И я такой открываю глаза, ночью, я вижу силуэт человека. И все, я понял, что в какой-то момент у меня грань начала стираться. То есть у меня чуть ли не дошло до психушки даже. То есть благо тому, что у меня бабушка меня поддержала, сказала, это нормально, в роду это у нас тоже нормально. И начала меня поддерживать и наставлять на путь уже этот. То есть, Руслан, получилось, открылся дар, ну, на самом деле люди называют даром, нормальное состояние человека, просто мы про это забыли. Видение некого того мира, который находится рядом с нами. Вот тонкий мир. Что такое тонкий мир, толстый мир? Давайте немножко больше технологий. Я вообще предлагаю сегодня поговорить на уровне технологий. То есть попробовать поразбирать, что стоит за каждой приметой, за каждым заговором. Вот немножко об этом. Вообще, если что касается заговоров, эта тема очень обширная, и многие ее не понимают. Любой заговор, на самом деле, это просто сонастройка идет. Когда человек читает наговор, он просто настраивается. То есть дело, когда ты занимаешься магией, дело не в заговоре, дело не в том, как ты его прочитаешь, дело в том, какой ты посыл несешь, потому что любая магия — это энергия. И энергия в любом случае внутри тебя есть. И многие же не знают, что энергия внутри человека — это хаос. То есть ты пользуешься всегда хаосом. Нету светлых вибраций, как многие там принято у них говорить. Я на светлых вибрациях, у меня все хорошо. Нет, ты пользуешься изначальным хаосом. Хаос, когда мы рождаемся, у нас первый хаос идет. Когда мы начинаем ходить, это первые наши хаосы. Когда мы понимаем мир, это тоже хаос. И мы эту энергию перерабатываем. Неважно, в негатив, либо в позитив это у нас идет. Но это все одна чистая энергия. А ритуалы, наговоры все, они созданы для того, чтобы ты просто настроился. Ну, то есть, условно говоря, магия — это технология, которая позволяет свой хаос привести в некое состояние, с которым можно работать и производить действия вовне. Да. На кого-то или внутрь для себя любимого. Конечно. Но тут еще такой главный момент, что многие же думают, что если мы стали на путь магии, нужно работать на людей. Вообще нет. Ты в первую очередь должен работать над собой. И если ты понимаешь, что тебя ведут силы, да, либо там определенные энергии, с которыми ты работаешь, если ты не можешь себя вывести на новый уровень, ну а кому ты можешь помочь? Многие же боятся этого. Ну, так и есть. Это же старая как бы такая мудрость. Есть. Перед тем, как помочь другим, создай сначала себе, иначе как ты начнешь людям помогать, конечно, если ты сам не вырос морально и духовно. Это то же самое, как в картах Таро сейчас говорят. Ой, себе гадать нельзя, судьбу прогадаешь. Что за бред? Если вы не умеете себя смотреть, ну а как вы другого человека посмотрите, вариации даже те же самые?
Деревенская магия, насколько я знаю, она очень сильно отличается от того, что вот мы все тоже сам, я когда было там лет 12-15, мне в руки попала эта книга Папюса «Черная и белая магия», там пантакли, такие заговоры, что-то интересное. Но деревенская народная магия, она немножко ведь не про это. Вот она вообще не про это. Вот немножечко про традицию, тем более про традицию русской деревенской магии. Деревенская магия, она заключается вообще в обычном. То есть мы используем всегда все подручные средства. Соль, сахар, вода, все, что вот есть под рукой, это все можно заговорить, это все можно использовать в своем ремесле. И самый главный аспект — это энергия земли, потому что любой деревенский житель, да, у него идет отток какой? Энергия земли. Все, ты пытаешься, ты и начинаешь работать. Поэтому зачастую деревенская магия — это что? Нити обережные. Почему чеснок раньше скручивали в косицу, да, и вешали? Это защитная магия была всегда. Как и рябину, которую надевали на нитку, тоже на пороге ее весили. Почему? Да потому что это защищало дом. Всегда все деревенские жители, они для чего работают? Для того, чтобы защитить себя, свой скот, свою семью, да и все, и больше они ничего не делали. На самом деле, да, вот погружаешься когда в эту традицию, одни только наличники раньше чего стоят. Там же вот эта сложная резьба была, помимо того, что вот резьба на наличниках рассказывала, кто здесь живет, там и были огромные бережные символы. Я вот недавно, мы, помню, ездили в экспедицию этнографическую по Рязанской области, там до сих пор на даже домах просто сохранились обережные символы. И нам ведущая женщина их объяснила, что это вот так, это вот так. Но вопрос немножко в другом. Мы вот сейчас с вами уже несколько минут говорим защита, защита. А от кого мы защищаемся? Что за силы могут навредить человеку? В любом случае, когда ты взаимодействуешь с магией, ты делаешь что? Ты делаешь взаимосвязь с богами, с сущностями, с лярвами. Их много, их большое количество различных энергий, которые ты питаешься. Невозможно работать на своей только личной силе, ты просто умрешь. Рано или поздно, год-два, если ты будешь тратить свой ресурс личный, все, тебе будет хана. Поэтому мы пользуемся эгрегорами, мы пользуемся определенными там пентаклями. Для чего? Для того, чтобы усиливать себя, защищать. Но от чего? От тех сил, с которыми ты работаешь. Потому что невозможно управлять теми существами, которые выше тебя намного. И в разы, и ты только защищаешься от них. Ну, конечно, от ведьм, там, колдунов каких-нибудь. Ведьмы вообще, Руслан, существуют. Я просто смотрю за последние. Вот как-то в года в 90-е как бы ведьмы-то и маги-то почестнее были. А сейчас, по-моему, такое засилие. Где-то что-то прочитал, благо в интернет зашел, в любую книжку почитал. О, я уже маг. Ну да, нет, сейчас эта популяризация стала больше какого-то шарлатанства. Я назову это так, потому что даже среди моих сейчас знакомых человека 3-4 я могу выделить, которые действительно видят. А большинство — это все бич популярности. Это деньги, это власть. Потому что туда же приходят не люди, не которые хотят что-то помочь кому-то. Они хотят заработать, они хотят померить свое тщеславие, они хотят повысить свое эго. И все. А в магии они ничего не понимают. И не понимают, что магия — это труд. Магия — это отказ от всего. То есть, когда ты входишь на путь ведьмовства изначального, ты теряешь. Ты теряешь здоровье, ты теряешь детей, ты теряешь семью, ты теряешь любовь. Ты просто входишь в состояние отшельника. Ты идешь в этом состоянии. А как по-другому? Ты должен будешь отказываться от всего. И только потом, если тебе силы дадут добро, окей, у тебя будет. Если нет, если ты не справишься, все, жизнь твоя катится. А сколько людей, которые в дурках, сколько людей, которые убивали себя, почему? Потому что не справились с этим. Сейчас, конечно, проще, сейчас же популяризируют хотя бы все это, да, и черную магию, и белую магию, и какой только сейчас магии нет на самом деле. А толку-то какой? Они элементарных не понимают вещей, как заговорить ту же самую колоду для себя, там, не знаю, нарисовать, как правильно нарисовать пентаграмму для того, чтобы себя защитить, да, они там просто начертили и все. Там же есть определенный, момент начертания. Куда ты, какая у тебя звезда, какая вершина у тебя, где у тебя север, юг, почему это важно? Потому что это все на этом все и настроено у нас. Даже важно, наверное, в какое время дня и ночи, конечно, при какой погоде делаешь и при каком положении Луны. Конечно, да. Многие же это не осознают, они не хотят в это углубляться. Я говорю, магия — это всегда наука. Ты изучаешь астрологию, ты изучаешь планеты, ты изучаешь различные энергии, вибрации. Для чего? Ты должен все это знать, потому что в любой момент ты не можешь начать колдовать. Но независимо от каких-то там серьезных случаев, когда действительно там нужно вот сейчас помочь, и все, и не важно, тут луна, не луна, но это на личной силе ты опять-таки работаешь. Тут, наверное, магию можно сравнить так
чуть-чуть с квантовой физикой, для того, чтобы понимать, как это все работает, как энергия туда-сюда переносится, быть нужно, ну, как минимум, квантовым физиком, что равносильно магу, потому что если ты этого не понимаешь, ты по дурости по своей первой себе можешь вредить, а во-вторых, ты вредишь людям, и это вот самое страшное, потому что, насколько я понимаю, если что-то делаешь неправильно, тебе обратно возвращаются вот эти вот качели, которые бьют намного сильнее. Конечно, это откаты идут. Тем более, когда люди не понимают, они не связующие в этом, и пытаются еще и людям помочь, ну, конечно, двойной откат идет. А есть вообще такие состояния, так понимаю, практику-то уже давно ведете, что человек приходит, понимает, что не, вообще нельзя, даже совет нельзя давать. Вот есть какой-то вот, как этот отбор? Здесь больше, наверное, отбор, если с точки зрения клиентов смотреть, людей, которые приходят, не всем можно помочь. Точнее, не всем нужно помогать, потому что у некоторых людей есть свой путь. То есть нельзя обойти, допустим, одну ситуацию и не задеть другую. Нет, здесь сейчас по судьбе у тебя идет что? Тебе нужно пройти там боль, разочарование, возможно, даже самую страшную аварию, но после этого у тебя будет рост. А если мы ее избежим, ну, через 10 лет у тебя будет, ну, только еще хуже. Поэтому не всем я даже помогаю, некоторых я говорю, живите свою жизнь и лезьте вообще в магию. Ну, то есть, Руслан, честно людям говоришь, что тебе надо через это пройти, пережить. Да. Люди же обижаются, наверное. Ну, я не про то, чтобы люди там меня любили. Я не про это. Я все-таки несу все-таки понятие магии как магия, а не вот это, что да, я вам помогу, и у вас ничего не будет. Всегда будет плата. Не вы заплатите, кто-то заплатит за вас. Да, нужно определенно иметь системы, схемы, чтобы как-то человека это все-таки обошло. Но ответственность никто никогда не снимает. То есть человек несет эту ответственность, потому что он заходит все равно в такой мир, где, ну, решается же за него. А человек не понимает, он думает, там, заплатил 3 копейки, и все, вот у него все изменится. Да ни черта так не работает. Вы, если хотите деньги, вы должны работать, да. Мы настроим энергию, мы поднимем поток энергии. Ну, сидеть просто так и ждать, когда эти деньги придут? Конечно, откуда они придут? У меня даже вот банальный случай недавно был, обратилась клиентка, она сидит в декрете. Она заказала работу, вот мне нужно много клиентов. Я говорю, ну окей, сделаем. Все, у нее там клиенты по маникюру есть. Он говорит, Руслан, как-то денег мало. Я говорю, а вы работаете? Он говорит, ну вот у меня раз в неделю есть типа время, пока типа там ребенок более-менее там с мамой могу оставить. Я говорю, это сколько? Он говорит, ну 2 часа. Я говорю, вы за 2 часа миллион хотите заработать на ногтях? Ну, то есть вот до банального, глупого люди доходят, и это уже какой-то маразм просто случается. Ну да, к сожалению, у меня тоже был определенный опыт. Мы в свое время занимались определенными тоже магическими вещами. А люди действительно верят, что ты им дал какую-то волшебную палочку, и будешь сидеть ждать, когда эта палочка вокруг тебя будет создавать какие-то волшебные вещи. Ведь многие проблемы происходят не из-за того, что человек невезучий, а из-за того, что он ленивый. Да. Он не готов взять себя, поднять с дивана за шкирку, сам себя, что называется, простимулировать и пойти в бой за свои хотелки. Угу. А потому что люди привыкли, что за них все делают. Почему большинство людей не богатые вообще? Да потому что они не могут быть, у них бедное мышление. То же самое и в магии. Если вы думаете, что вы залезете в магию для того, чтобы стать там популярным, известным, нет, нужно пахать. Нужно пахать. Это каждый день работа очень колоссальная над собой должна быть. Силы тебе помогут, они открывают возможности. Но пользуешься ты ими или нет, это уже зависит от человека. Ну да, такой инженер получается, который должен все время совершенствовать свое вот самое, скажем так, умение, чтобы работать на более сложных станках. Да. Я вот замечал такие, людям, кстати, подсказываю, у многих работ есть такое состояние, ну, я его называю состояние вспышки, когда вот ты идешь, у тебя бах, какая-то идея, ой, сейчас со мной что-то произойдет. А там включается потом рациональное мышление, не, все это фигня. А вот когда начинаешь это состояние ловить, слушать вот то, что тебе сказали, на это обращать внимание и пытаться эту ситуацию избежать или трансформировать, начинает дальше что-то больше открываться. Вот что это такое? Но я его называю момент, когда 5-я точка чувствует. Вот просто банально, все просто. Почему? Потому что у нас очень много внутри есть сенсоров, на которые мы не обращаем внимания. Сенсоры дыхания, сенсоры обоняния, осязания. Почему многие люди чувствуют спиной, что на них смотрят?
это работает сенсор человека. Просто мы живем в таком мире, что нам закрывает это все. Нам не дают возможности понять наш даже и организм. Почему в какой-то момент, да, там люди, а как я хожу, допустим? Вот я задавал себе вопрос, почему я сейчас поднимаю руку и все. Ну, то есть с точки зрения там биологии, это можно все объяснить, там, так далее и тому подобное. Но с точки зрения, если посмотреть магии, это же все сенсорика идет. Любой момент, любое прикосновение к чему-то, ты уже понимаешь, холодное, горячее, приятное тебе, неприятное. И когда человек, допустим, идет, он понимает, блин, что-то сейчас будет не так, и это происходит, это срабатывает сенсор. То есть включается изначальное «я» человека. Все. Это очень интересно всегда. А есть какие-то простые рекомендации от человека, который уже давно в этом опыте и в практике, что нужно сделать, чтобы прикоснуться к пониманию управления вот этими энергиями, состояниями, чтобы понять, готов, не готов, вообще надо тебе или не надо? Всегда говорю всем, научитесь пользоваться элементалями первыми. Огонь, вода, воздух, земля. Вода есть какая у нас? Есть живая, есть мертвая, да, допустим, вот. 2 стакана взяли с водой, ну, допустим, там, в домашних условиях сделали талую воду, как? Поставили там банку, заморозили, растаяли, все, талая вода, чистая вода, которую можно использовать без информации. И вода, которая просто из крана. Попить ее просто даже, как она отличается? Взять ее в руки, даже растереть руки, подержать немножко, почувствовать, насколько идет вибрация, насколько у тебя идет взаимодействие с этой энергией. И опять-таки тоже попробовать ее на вкус, как она будет меняться. Покричать в стакан и попеть в стакан, и какая будет вода. От этого много очень зависит. Если человек не увидит никакой разницы в воде даже элементарно, ну о какой магии речь идет? То же самое и с землей, то же самое и с огнем. Как огонь жгучий бывает, а некоторые там пальцами просто... А как? Ну, потому что ты взаимодействуешь с энергией, то есть ты умеешь ее контролировать, все. А люди, не понимая базы, они сразу лезут там в какие-то привороты, там, порчи сразу, и, не знаю, еще другие ритуалы. Да. Нет, нужно с банального начать. Если вы хотите понять, что есть у вас внутри магия или нет, научитесь пользоваться элементарной магией. Вот я ее всегда называю элементарная, просто магия, деревенская магия. Берете воду, программируете. Не получается — не лезьте. Ну, кстати, да, вот по воде, по крайней мере, ученые уже перестали со скепсисом относиться, потому что открыли, что да, реально вода может менять структуру под воздействием симфонической музыки, правильно как говорите, покричать. Даже эксперименты проводили, что вот воду ставили, играли симфоническую музыку, другому стакану играли рок, а потом просто растения поливали этой водой. Растения растут по-разному, некоторые даже сохнуть начинают. Да. А есть такой еще прикол по растениям, когда ты не разговариваешь со своим, цветком, если как бы это сейчас банально, глупо не звучало, один цветок, с которым ты постоянно беседуешь, поливаешь его, там, как-то с ним разговариваешь, он цветет и пахнет, а другой, который просто стоял, ты его поливаешь, он такой еле-еле живущий. Потому что это все тоже же энергия, это все живые организмы, которых нужно понимать. Это как в лес прийти. Почему в лесу есть такая практика, приходишь на поляну, раздеваешься до нога полностью, ложишься спиной, все, закрываешь глаза, ты начинаешь чувствовать своей сенсорикой тела, как земля начинает с тобой коммуницировать. И ты понимаешь, блин, так она живая. То есть ты начинаешь даже неосознанно понимать, что есть вибрации. И когда ты выходишь из состояния, которое нам привычное замкнутости, что вот это нереально, а вот просто нужно представить, что это реальность. Вот сейчас не нужно никаких объяснений, не нужно каких-то там вопросов задавать, а как это, логику полностью отключаем и смотрим, как это работает. И начинает это настолько круто проявляться в жизни человека, он обнуляется самостоятельно, потому что изначальная чистка сама по себе — вода, река, земля, все. Я помню друзей, когда у нас конференции периодически проходили в таком интересном месте, Малёбка, аномальная зона. Вот туда людей приводишь, абсолютно городских. Кстати, правильно сказали, мы сейчас очень закрыты, находясь в тех условиях, когда нам вот эта сенсорика не нужна. Людей приходишь, там место хорошее было, там даже сотовый телефон не работает. Вот день на третий после проживания в палатке, после купания в этой милейшей речке, после общения с лесом, у людей начинает что-то открываться. Они потом говорят, ой, мы, говорит, слышим не так, мы чувствуем не так, мы вообще из леса уходить не хотим, возвращаться вот туда. Вот. А там действительно странные вещи начинают происходить, начинаешь понимать, почему вот бабушки, дедушки, ведущие люди говорили, вот ты в лес пошел, вот скажи этот заговор, чтобы это самое, хозяина не обидеть. Мы столкнулись с одной забавной ситуацией, когда
охотники на болоте поставили неправильно балаган, не договорившись с лешим, у них там начали нехорошие чудеса происходить. А старик говорит, а вот потому что они у хозяина не спросили. Вот кто эти хозяева, что это за духи, что это за состояние, что это за энергии, с которым на самом деле еще 100 лет назад человек умел разговаривать и умел общаться. Люди же у нас сейчас не хотят элементарно даже давать дань природе. То есть, заходя сейчас в лес, что мы видим? Бутылки, окуртки, вот все вот это непристойное. У каждого места есть свой дух. Он либо нареченный дух, либо призванный дух, или зачастую это призванные духи от ведущих идут. Но в лесах, что и на кладбищах, допустим, есть свои хозяева. На кладбище это хозяйка кладбища, допустим, княжна Смертушка. А в лесу, допустим, это может янарей быть, это может быть леший, допустим, которых нужно задабривать. Как задабривать? Да элементарный откуп. Дома испекли блинчики, яйца сварили, молоко поставили. Вот вам подношения элементарные для хозяина этого места, куда вы приходите. Да, поговорите просто с лесом, скажите спасибо, там, что приняли, я вот пришел там, с добром и так далее. Все, идите по своим делам, вас никто не тронет. А если вы пришли, развели хаос, плюсом там еще матерились, ругались, пили и ничего за собой не убрали, конечно, у вас потом начнутся проблемы. Ну, то есть нужно приходить всегда и отдавать какую-то энергию. Конечно. Чтобы получить взамен. Ну, то есть это честный взаимообмен получается. Ты пришел с уважением в чужой дом, Будь принес добр, добро, да, и, соответственно, тебе сказали, ну, уходи, ягоды собирай, понимаешь. Конечно. Не хулигань только. Я всегда говорю вот многим, кто меня спрашивает, как быть. Я говорю, слушайте, ну вот пришли в лес, нашли любой пень. Пень — это всегда такой отрезок, где у нас есть возможность соединиться с низшим миром. Но низший мир — это типа не ад там и так далее. Это все-таки та скрытая среда, где обитают духи как раз-таки. И пень, он очень крутой проводник. И когда вот мы кладем, допустим, на пень там блинчики, яйца, там, молоко, конфетки, печеньки, соль обязательно, лес очень любит соль, как и, в принципе, жители лесные, да, то есть мы все-таки не будем забывать, что у нас не бабайки приходят и съедают это сами, это они все приходят через животных, то есть это вселение идет, либо оборотничество идет, ну, по-разному. И все, и говорите, там, допустим, хозяин леса, там, дары мои принимай, слова мои внимай, там, в делах мне моих помогай, там, ешь, поедай, пей, попивай, все, поклонились, идете дальше. У вас и грибы будут собраны, у вас и ягоды вы найдете, и не заблудитесь в лесу, вас и выведут. И все. Руслан, а приходилось вот когда-то лично с такими духами встречаться, общаться? Ну, я понимаю, что приходилось, но вот интересно про этот опыт. И как нужно себя вести простому человеку, который не сведущ, ну, в глубоких там технологиях? Если человек не связующий, будем говорить об этом, то здесь просто элементарное уважение должно быть. Не обязательно читать наговоры, просто своими словами. Любая молитва — это твое слово, которое идет изнутри тебя, как и любой заговор на самом деле. Поэтому, когда вы приходите в определенное место силы, будь то это опять-таки лес, перекресток, кладбище, горы те же самые, просто своими словами поблагодарите это место, скажите, я пришла сюда, там, либо я пришел сюда с добром, я хочу то-то, то-то. Да, если что-то будет неправильно сделано, простите, да, и либо я там откупаюсь за это изначально, там, вот этими подношениями, дарами, все идете. В моей практике очень было много, я же работаю в разных эгрегорах, то есть это и кельтские эгрегоры, это и погостная махаладническая магия, это и ритуалистика, колдовство, много у меня их направлений. Часто сейчас лес больше, конечно, идет. Первое у меня знакомство было в 16 лет с янареем. Это был момент, когда я еще, мало связующий в этой был теме. Лес меня очень долгое время не принимал, потому что я работал на таких низших немножко вибрациях, а лес, он все равно более вибрационно светлый, он такой плотный. И когда ты работаешь в определенном круге низких частот, лес часто не принимает, даже и злых людей он не особо принимает. И я когда пришел туда, я начал работать, вроде там что-то без всяких подношений. Я, во-первых, заблудился, на меня напали собаки. Я потом такой, что-то я делаю не так. Я начал ковыряться, разбираться. И вот тогда я понял, что есть хозяин. Можно его как угодно назвать. Янарей, леший, потомок, не знаю, бога, либо просто Ванька, Петька из серии. Но это твое личное идет олицетворение той силы, с которой ты работаешь. Неважно, как ты ее назовешь. Это как взять богов, допустим, кельтских, северных, сейчас славянской, да, если магии. Один, допустим, из кельтов. Один,
Велес и так далее. Это все одно, просто в разных культурах называется по-разному. А люди почему-то это начали сейчас настолько разделять, и непонятно, для чего они это делают. То есть они сами себе усугубляют жизнь. Не усложняют. Надо это изучать, и это суть одна на самом деле. Суть одна. Самое главное, что энергия-то одна идет. Вся энергия идет одна. А люди почему-то вот это усложнение делают, и они сами путаются зачастую. То есть с некоторыми говоришь, там типа а-ля связующими, ведущими людьми, и понимаешь, что, а я еще такого не знал, надо дорасти, видимо. Но интересно с этими силами работать, потому что они никогда сразу тебя не наказывают, не хулиганят, они тебя предупреждают. Сколько раз было, идешь куда-то в какое-то место интересное, либо что-то случилось предварительно, сказали, не надо ходить, либо страх без причины, либо еще что-то. То есть тебя всегда сначала по-доброму предупреждают, не лезь, дорога закрыта, а в следующий раз идешь по той же тропе, как будто дома, вот как будто пришел и на диванчик идешь. Вот эти состояния очень интересные. Оно зачастую бывает на кладбище так, когда ты работаешь с кладничеством, у тебя всегда идут знаки. То есть вообще сами по себе кладбищенские духи, в принципе силы кладбищенские, они не дружелюбные никогда. Даже если ты в опыте там долгое время, не всегда. Ты должен сначала, как говорится, ублажить, накормить, 350 раз поклониться, закупить там определенные перекрестки могилы, и только, возможно, тебе дадут доступ, и то это очень навряд ли, потому что это очень такие тяжелые случаи. И как раз-таки на кладбище очень часто всегда идут знаки. То есть ты только за порог заходишь, кланяешься, да, там, княжна смертушка, матушка, там, низкий поклон тебе, спасибо, там, я пришел там по таким-то делам, и уйду, типа, спокойно. Все, ты приходишь и понимаешь, что либо зайти не можешь, либо там, не знаю, стая ворон на тебя летит, либо машина едет, там собака лежит. То есть какие-то очень мелкие знаки всегда есть. Но все равно, получается, тоже предупреждают. Это предупреждение идет. Просто люди не замечают этого. А магия сама по себе — это тот момент, когда нужно видеть знаки, видеть вот эти очень мелкие, потому что магия — это детальная, мелкая такая структура, на которую нужно везде обращать внимание. Ну, то, о чем мы с вами говорили, когда я рассказал, что вот есть какая-то чуйка, пятая точка и прочее. То есть, когда ты начинаешь уметь вот эти вот знаки замечать, осознавать, потом собирать их воедино, вот отсюда, наверное, первый путь начинается для сенсорного человека. Да. Потому что как без этого? Почему именно кладбищенская магия? Там быстрее энергию можно восполнить, она же тяжелая. Нет. Это же для себя, насколько я понимаю, работа на кладбище, для восполнения. Или все-таки тоже какие-то ритуалы для чего-то другого? Для чего-то можно делать, для людей, для себя тут как бы без разницы. Здесь просто нужно понять, что это либо дано, либо не дано. Вот, у нас в деревенской магии кладбище это равно идет, все, знак, потому что все завязано на как раз-таки наших предках, наших духах, да, которые лежат на кладбище. Мы через них работаем. Поэтому кладбище это не так страшно, но опять-таки, если ты допущен к этой работе, а так, если вы хотите там начать ритуалить на кладбище, а с чего вы вообще решили, что вам дозвол будет от силы? Тем более, это работа со смертью. Это опасно. Если вы не видели смерть, если вы не переживали смерть, а как вы поймете эту энергию? Когда у меня произошла клиническая смерть, после операции, у меня частые очень операции, но это началось, когда я дар как раз-таки принял, у меня была клиническая смерть. И я почувствовал, как это все-таки, в реанимацию потом долго лежал. И я это на себе, я когда вышел из этого состояния, я себя видел, как я лежал, я видел, что со мной происходит, и я чувствовал, что делают с моим телом, но при этом я не чувствовал боли какой-то. И вот этот переломный момент, после которого я пришел на кладбище, и я начал чувствовать вообще все по-другому. Я начал слышать абсолютно по-другому. Но это тут нужно понимать, ваше или не ваше. Это да. Я помню, у меня, с чего у меня вся вот эта вот метафизика началась. Ну, там и мама много чего рассказывала, там определенный опыт у нее был. Она жречество получила еще в 69-м году в Египте. А у меня первый опыт был в 12 лет. Без клинической смерти, без всего, я вдруг проснулся во сне и увидел, что я лежу на кровати. Ну, классика, осознанное сновидение. А самое страшное было, когда я так удивился, взял себя на руки, и вот этот человек, который открыл глаза, я так бах, и потом начал это осознавать, начал это экспериментировать, проверять. Вот последние уже сколько, больше 40 лет занимаюсь осознанным этим путешествием. Так интересно, там такой мир. Но там тоже есть свои приколы, потому что когда лезешь куда-то дальше за перекресток миров, где вот эта самая картина вся происходит, прям приходят сущности, говорят, та-та-та, не лезь дальше, просто тебя выкидывают оттуда. Вот, кстати, насколько реально работают осознанные сновидения и зачем они нам даны?
Вообще, это рабочая тема, всегда была рабочей темой, но она идет из астрала, из астральной, в принципе, методики, магии, потому что когда ты работаешь все-таки с тонкими мирами, вообще в эзотерике даже, ты должен научиться выстраивать свои астральные дома. Почему? Потому что астральный дом — это твой храм спасения, потому что ты можешь много защит себе сделать при физическом нашем мире, да, будь это ритуальное колдовство, еще обрядная какая-то магия, но если у тебя нет охраны астрального храма, но толку нету. Там кто твои? Там твои помощники, там твои ангелы, там твои архангелы, там могут быть и животные твои, и тотемы твои. А когда ты проходишь из астральной комнаты, ты попадаешь вот как раз-таки в это ясновидение, в осознанное. Ты видишь все настолько прозрачно, то есть когда-то тебе казалось, что эту стену ты не можешь пройти, а ты такой, а я могу через нее пройти. И вот ты проходишь. И там же очень много вариаций, то есть осознанный сон, он для чего нужен? Ты видишь много вариаций своей судьбы и других людей, опять-таки, если ты их можешь подтащить, допустим, уметь входить в другой сон человека. Ты же можешь увидеть его вариации, и можешь его немножечко поднаправить, потому что когда ты заходишь в астральную проекцию, для чего она нужна? Для того, чтобы можно подшаманить было там и изменить то, что, допустим, у тебя прописано негативного. Многие же думают, что, я там сейчас изменю просто, и это не произойдет. Нет, на физическом уровне, если вы меняете, зная, допустим, негативную ситуацию, и меняете ее на физике также, вы сделаете наоборот. У вас через 5, 6, 7 какой-то промежуток времени пройдет, вы все равно на эти колючки нападете. А вот в астральных сновидениях всех, в осознанных снах, там можно переписать это. И никто не поймет, потому что это делается на уровне кого? Духа человека. То есть фактически ты видишь дорожную карту, где можешь немножечко что-то подправить. Да. Но иногда это очень страшно, потому что там такие бывают варианты, что не то, что выбрать сложно, а страшно принять то, что будет дальше. Поэтому... Люди не готовы принимать вообще свое будущее, я так скажу. Даже большинство людей, которые смотрят себя, они не готовы знать будущего. Они хотят знать, что все будет хорошо. А когда они видят, что вот плохо, все, у них начинается паника. И это же начинает психика у нас работать так. Мы не хотим плохого для себя, мы хотим только хорошее. И вот как раз-таки в осознанных сновидениях, когда я начал тоже это только практиковать, у меня был один момент, я хотел разобраться, что с моей ногой. То есть у меня есть момент, который никто не может мне помочь в этом. Ни врачи, ни шаманы, ни... Ну, то есть это такая вот болячка, которая растет постоянно, каждый год я ее режу. И я туда заходил, чтобы узнать ее. У меня тоже выходит такой столб сущностей, они как монахи у меня стали. Монахи, в принципе, в моем роду это нормально, потому что у меня 2 корня. Это у меня и мусульманская магия, и старая деревенская русская магия. Вот. И когда я прошел посвящение в Красном Ордене, это была Турция и Египет, сифильская магия, у меня 2 ступень, и там у меня тоже вышли монахи. То есть я только через 9 лет я только осознал, к чему они у меня выходили. То есть это была настолько недопустимая в тот момент вещь, от которой я бы мог просто не вернуться. То есть если бы я туда залез. Всему нужен свой опыт. Ты должен быть готовый к изменениям. И если ты понимаешь, что, в данный момент я не готов, пускай это происходит лучше. Потому что если мы начнем переписывать то, к чему человек не готов, а какая вероятность того, что он справится в физическом мире, изменив это? Это же все менять будет структуру человека. Вообще осознанные сны, они иногда такие странные подарки преподносят, в кавычках. Я вот помню, когда занимались определенными технологиями, всякие там астральные битвы устраивали, так заканчивается тем, что вот то повреждение, которое там получило, оно переносится на физическое тело. Мы почему в свое время, мы еще совсем молодые были, нам лет по 20 было, там, это прикольно, это интересно, и копнули, видимо, так глубоко, что столкнулись вот с этим явлением, когда ментал переходит на физику, и стало страшно. И вот после этого пришло осознание, что это серьезные технологии, и с ними надо работать осознанно, иначе можно и не вернуться. Многие же работают, даже спецотделения у нас, не будем называть какие, все понятно, они работают на этом приеме. Да, это называется НЛП, да, это называется вот эти все моменты, но там используются как раз-таки вот эти техники, когда ты перепрошивку делаешь. Почему некоторые люди, заходя в одну организацию, через 10 лет не понимают, что они там даже были, потому что вот это как раз-таки и есть перепрошивка вот этих всех моментов, потому что пробивается астральное, казуальное тело и ментал, все. Достаточно физика, там уже просто в отлете идет. Поэтому у людей память отшибается сразу.
А еще другие состояния. Вот мы с вами говорим, можно зайти там к другу, еще кому-то. А бывают ситуации, когда долго практикуешь, когда ты начинаешь по своему желанию проживать вообще какие-то фантастические истории других людей, других событий, исторические. Такое впечатление. Потом, как здравый человек, начинаешь анализировать, ну, есть же вот эти методики, что у тебя, откуда возникло вот это вот внешнее возбуждение, или ты что-то прочитал, яркий образ, который трансформировался. А ты понимаешь, что причины нет. То есть ты реально как будто начинаешь, вот, ну, условно говоря, читать хроники Акаши, и вот это самое, как сериалы у нас листать и смотреть, о, это интересно, я тут хочу прожить. И ты реально проживаешь, выходишь из этого состояния, абсолютно не понимаешь, что произошло, и только спустя дни или месяцы приходит понимание, а зачем тебе нужен был этот опыт. То есть такое ощущение, что тебя кто-то ведет, когда ты с технологией познакомился, для того, чтобы тебе что-то подсказать. Но не явно, а через какие-то сказки, истории. Есть такое? Что это? А это всегда есть, это везде есть, не только хроника Акаши. Оно просто сейчас начало более-менее как-то преобладать такой формы, что ее начали изучать. А на самом деле это все вот зерно всего, одно и то же зерно от одного начала, как говорится. Почему нам дается эта возможность? Нам никто никогда не скажет прямо. Почему? Потому что человек не воспримет это. Ну, бред. Ну, зачем? Подготовка идет человека всегда будет постепенная подготовка больше психики человека. Многие почему, когда залазят даже в эти осознанные сновидения, они же оттуда некоторые не выходят в адеквате. А потому что нет, вот прикольный у меня был мир, я там в прошлом воплощении пошлялся, я там был царем. И вот он приходит в этот мир, а он здесь просто работяга там из серии на заводе работает. Он говорит, нет, я вот хочу быть царем. Все, у него начинается это наркомания своеобразно становится, да, зависимость. Да, а некоторые же там начинают просто проживать. То есть они теряют грань вообще этого мира. А это ведь не про то, это, видно, подсказки пространства. Их нужно воспринимать как вот это самое, дорожную карту. Вот тебе вот такой знак, ты пользуешься, иди. Не надо от этого зависеть. Да, а потом Вселенная тебе будет посылать просто некие такие, это как числа эти повторяющие. Многие же сейчас тоже заостряют на это внимание. О, числа повторяющие, все это какой-то знак Вселенной. Я всегда говорю, вот у вас когда есть какой-то такой якорь, о чем вы думали в этот момент? Ну, о том-то, о том-то. Я говорю, вот, это и есть ваша подсказка. Все просто, не надо там улазить в нумерологию, в астрологию, там, в кабалу какую-то лезть. Все на самом деле очень просто. Это все находится вот на поверхности. Ну да, вообще магия — это про управление твоим внутренним миром на самом деле. Замечание вот этих подсказок. Подсказки идут всегда. Зачем? Ну, для того, чтобы человек потихоньку ментально рос и все-таки начал осознавать себя, ну, скажу, наверное, банально, с гражданином космоса, что все взаимосвязано настолько, а все вот эти вот уроки, это потихоньку, как в школе. Вот мы тебе сейчас вот это покажем. Понял, пойдем дальше, потихоньку. Некоторые же это самое, вообще сны не запоминают. Почему? Или сознание не готово, или багажа не хватает. Конечно. Люди из этого расстраиваются. Я вообще не помню свои сны. Как такое вообще возможно? А у многих просто мозг не настроен на это. Но скажу такой момент. У меня одно время не было снов. То есть, когда ты заходишь в более такую плотную магию, идешь, ты зачастую теряешь грань сна, потому что у тебя мозг, он всегда находится в работе, то есть он не отдыхает. Сон все равно это такой, когда мы более-менее отдыхаем же, и все, мы можем все, выдохнули, мы поспали, у нас там какие-то красивые сны пришли, и все. Ну, если не считая там осознанных, специально настроенных снов. А некоторые не готовы воспринимать даже. Почему случаются сонные параличи у людей, допустим? То же самое же отсюда. Мозг настолько, когда перенапрягается у человека, он попадает вот в это измененное состояние, но он не понимает, а как из него выбраться, то есть что происходит. Его тело говорит о том, что есть сбой в организме, все на самом деле. Неважно, бабайка на вас бежит, там мужик с топором вас хочет убить, либо там кто-то за спиной у вас сидит. Все это зависит, это знак того, что вашему организму начинается полная хана, нужно его чекап делать, потому что физика не справляется, мозг не справляется, где-то нарушена нейро вот эта связь. Еще очень много случаев бывает. Человек, который подсказки замечает, учится с этим работать, он начинает во сне творить. Я вот сколько раз слышал музыку какую-то непонятную, прям вот хочется записать нотный стан, или какие-то картины пишешь, или стихи. Вот откуда вот пошло стихотворчество? Не оттуда или это тоже всегда было? Ой, это, наверное, сложный такой прямо вопрос. Почему? Потому что я как человек творческий, тоже я же и песни сочиняю, и все, оно бывает в двух моментах. Вот у меня песня есть одна, вот как раз-таки патриотическая. «Крылья», наверное. «Крылья», да. Она пришла мне как раз такая в сонном бреду, наверное, потому что я услышал мелодию,
во сне. Причем я где-то ходил, и я прям слышал, она в голове у меня была. Потом я проснулся и забыл об этом. И в какой-то момент я иду, она у меня прям, моменты пошли, я такой, так. И начинаются знаки. Тут слово, тут перо. И я такой, так, надо соединить. И все начинается соединение. Как многие талантливые у нас были композиторы. У них же также приходили сны, им шептали. Также приходили ноты, там, стихи и так далее. Им шептали оттуда. Кстати, вот когда «Крылья» писались, образы пришли, которые потом начали воплощаться в слова. Понятно, мелодия, потом образы, потом слова. Сначала образ, да, был. Сначала был образ, слово, а потом только музыка. То есть музыка я очень долго работал, потому что я не мог понять, а что туда подойдет. То есть это была такая первая песня, которая, наверное, за живое задевала меня, потому что я же прошел в детстве, мы застали на Кавказе, в детстве была такая ситуация, что у нас депортация произошла, была война с Чечней. Вот, и у меня эти события, они очень накладывались так, я хотел сделать ее очень душевной, но при этом сильной песней, что не только к войне, чтобы она имела отношение, а в принципе ко всему, то есть у человека любого есть крылья за спиной. Про смысл вообще, про какой-то. Да, а когда ты теряешь все в своей жизни, и вроде бы ты упал, всегда есть возможность встать, потому что расправь просто свои крылья. И все, и ты полетишь дальше к новым вариациям в своей жизни. Руслан, насколько я знаю, ты умеешь читать предметы. Угу. То есть можешь... А что ты можешь прочитать предмет? То есть какая энергия за ним, хозяин, смысл? Что значит читать предметы? Любой предмет обладает энергией. Кто его создавал, откуда он был, он имеет отпечаток энергетический. Где-то скрытые есть, где-то есть открытые, но в любом случае можно понять структуру этого всего. Есть магия или нет магии. Целенаправленно созданный предмет, нецеленаправленно он создан. Либо он вообще какой-то космический из серии, да, и там абсолютно другие вибрации. Щитка предметов, она чем хороша? Ты понимаешь, что ты взаимодействуешь иногда с абсолютно другой магией, незнакомой тебе. И на уровне ощущения тела, на уровне ощущения восприятия даже картинок каких-то в голове ты можешь получить эти ответы. Это опять же опыт, который пригодится для дальнейшей работы. Да, и этот опыт, он не только же в магии пригождается. Ты можешь спокойно, даже общаясь с новым человеком, его считать. Ну, то есть понять, а он тебе друг все-таки или враг, да? Либо там тебе подарили подарок какой-то, там, а-ля часы, не знаю, там еще что-то, картину. Каждый с разными намерениями. Ну да, и стоит ли вообще дома это хранить? Конечно. А зачастую сейчас в мире популяризации магии у нас каждый хочет на подарок наговорить, крадники сделать, мадники и так далее. А что про меня считал во время нашего разговора? Открытый, добрый человек. Открытый, начитанный, добрый. А сейчас мы один эксперимент проведем.